Мне кажется, что вопрос в том, что как раз вряд ли особые проблемы и возникнут у Армении, да и у ОДКБ на Кавказском направлении с выходом Узбекистана из ОДКБ. Скорее всего, с точностью да наоборот. Как бы это парадоксально не звучало, но выход Узбекистана из структур, приостановление участия в структурах ОДКБ в рамках всей организации, во-первых, позитивнее скажется на повышении ее эффективности и управляемости ОДКБ. Не секрет, что предыдущие пару лет одной из деятельностей секретариата ОДКБ являлись поиски неких изощренных механизмов того, как структуры ОДКБ, особенно военные структуры ОДКБ, могли бы действовать в условиях, если одно государство-участник, а именно Узбекистан, бы все время стремилось гасить все эти инициативы по интеграции. Поэтому, например, предпринимались разработки по некого созданию механизма, когда можно было принимать решения в отсутствии консенсуса, или, так скажем, консенсус -1 и так далее. Сейчас все эти проблемы, мне кажется, они скажутся более чем, скажем так, позитивно в том плане, что управляемость ОДКБ повысится. А с другой стороны, для Армении, естественно, что ОДКБ в первую очередь это означает двустороннее армяно-российское военное и военно-политическое сотрудничество. И в этом плане, скажем так, ничего существенного в ослаблении или каких-то проблемах, которые возникают между Арменией и ОДКБ или другими государствами, не будет происходить. Я думаю, что особенно после заключенного в августе 2010 года нового документа, который регламентировал порядок нахождения на территории Армении российской военной базы, которая теперь обеспечит безопасность всей территории Армении, а в том числе также и ответственность за безопасность во всем Южно-Кавказском регионе. И это очевидно, что Армения в этом была заинтересована, потому что во многом это также способствует парированию возможных угроз, скажем, на Карабахском направлении. Все эти механизмы, они получили новое дыхание. И я думаю, что ожидаемые также в сентябре этого года масштабные учения ОДКБ, они также покажут, что ОДКБ на Кавказском направлении особых серьезных проблем не имеет. В тех масштабах, в которых и представляет, скажем, Армения деятельность ОДКБ на нашем регионе. Потому что очевидно, что Армения связывает серьезные, скажем так, надежды в плане обеспечения безопасности, в первую очередь, с Россией, так же, как и Россия видит в регионе своим главным союзником, естественно, Армению, а не, скажем, Киргизстан или Таджикистан. В Армении достаточно спокойно оценивают данный шаг, и с учетом того, что, в принципе, Армения является, наряду с Россией, наверное, одним из наиболее активных участников ОДКБ, в этом плане каких-то особых беспокойств по поводу дальнейшей судьбы организации в Ереване нет. ОДКБ как организация, как геополитическая реальность за последние годы становилась и окрепла без участия, без активного участия Узбекистана. И в этом плане выход этой страны или приостановление членства этой страны в организации навряд ли как-то реально может повлиять или негативно повлиять на дееспособность ОДКБ. Ну, уже было сказано, и с этим трудно не согласиться, что Узбекистан и членство Узбекистана во многом носило формальный характер в организации. Налицо была не заинтересованность в интеграции, не пассивность, и это в первую очередь даже проявлялось в военном аспекте сотрудничества в рамках ОДКБ. Так что навряд ли можно говорить о каких-то больших потерях для ОДКБ. Конечно, была некая теоретическая возможность, потенциальная возможность использовать военный потенциал Узбекистана в той или иной степени, когда она была в составе ОДКБ, но
так как налицо была пассивность и нежелание вовлекаться в деятельность ОДКБ, то даже эта возможность и в период членства в ОДКБ носила некий потенциальный характер. Так что реально терять, собственно говоря, организации нечего. Хотя, конечно, в политическом, в геополитическом аспекте здесь можно поговорить на эту тему. Определенные угрозы, конечно, есть. Если рассматривать выход Узбекистана с точки зрения узбекско-американских, значит, взаимоотношений, то и возможности появления в этой стране американских военных баз, то здесь, на мой взгляд, надо обратить внимание на следующие два аспекта этого вопроса. Ну, во-первых, если речь будет идти, если потенциальные военные базы будут использованы в афганском направлении и будут как-то использоваться для подчеркивания, для утверждения Соединенных Штатов в этом регионе, то здесь можно даже видеть некий аспект взаимодействия, так как не секрет, что и Россия, и ОДКБ в частности в какой-то степени выгодно то, что делают сегодня американцы на афганском направлении. Они воюют с теми, с кем пришлось бы воевать России. Ну, и, кстати, афганское направление – одно из редких площадок кооперации между Россией и Соединенными Штатами. Но если рассматривать потенциальные возможности военных баз Соединенных Штатов в Узбекистане в антииранском контексте политики США, то здесь, конечно, есть над чем задуматься. Есть иранский фактор, и он тоже, наверное, сыграл определенную роль в решении высшего руководства Узбекистана по новой соединиться в своем геополитическом, ну, таком неформальном альянсе с Вашингтоном. Да, действительно, это может иметь и антииранскую направленность. И причем и прямую, и опосредованную. Вот опосредованную в том смысле, что, опять возвращаясь к тематике Рагуна, за последнее время руководство Таджикистана, ну, что только не предпринимало, чтобы вот эту вот свою идею, которую они сделали национальной, во что бы то ни стало достроить Рагунскую гидроэлектростанцию, подкрепить какими-то внешними спонсорами, внешними союзниками. Это идея переброски воды из Таджикистана в Иран, громогласно заявлено. Это и союз так называемых трех персоязычных государств. Это и многое другое. И вот фактор Узбекистана, он на всех этих идеях, по сути дела, если действительно имеет место альянс с Вашингтоном, может положить крест. Тем самым убивается как бы два зайца. И антииранская направленность, и антитаджикская опять-таки присутствует. Но я думаю, что на самом деле американцы ведь играют, не достигая только одной какой-то цели. В конце концов, для Соединенных Штатов Америки Узбекистан не такая уж знаковая величина. Как может сравниваться 180-миллионный Пакистан с хорошей отмобилизованной армией и с господством спецслужб в этой стране, когда там межведомственная разведка решает основные политические вопросы политического развития страны и внешней политики, а вовсе не президент и не кабинет министров. И почти 30-миллионный, то есть гораздо меньшей по численности Узбекистан. Ну это просто смешно. Понимаете? Тут вопросы безопасности в Центральной Азии связаны с тем, что американцам все равно. Они любят очень во всех точках мира приходить, создавать проблемы, устраивать хаос, а потом оставлять эту территорию, и этот хаос остается головной болью других государств. Да, он будет головной болью России, но еще в большей степени он будет головной болью стран Центральной Азии. Вот о чем нужно думать. А политика Ташкента, вот по его выходу из ОДКБ, она недальновидная. Сейчас они определенные политические дивиденды, вот эти пенки, сливки снимут из-за своего сближения с Соединенными Штатами Америки. Но им нужно прекрасно помнить судьбу людей, которые мы только что наблюдаем на примере Северной Африки и Ближнего Востока. Того же Мубарака, президента Египта. Вот был прекрасным союзником Соединенных Штатов Америки. И когда нужно было, они его бросили беспощадно. И сейчас он при смерти фактически находится. А чем ситуация в Египте отличалась от ситуации в Афганистане? Извините, в Узбекистане, да очень-очень похоже. Тот же лидер, который десятилетиями сидит, тот же жесткий авторитарный режим,
та же экономика, которая не стоит на своих собственных ресурсах, та же зависимость от внешней помощи, та же торговля, на самом деле, ну, может быть, не своей безопасностью, а стоит такой геополитической лояльностью. Все, причины примерно те же самые. И то, что там произошло, вполне может произойти и на постсоветском пространстве, в том числе в Центральной Азии и в Узбекистане. И это тоже надо думать. Но политическая элита Узбекистана считает, что вот это когда-то там может будет, а может не будет. То есть она ведет как временщики себя. Вот этот курс извлечения сиюминутных выгод в ущерб национальным интересам страны, он отличает очень многих наших партнеров по постсоветскому пространству. Политика России в регионе не сводится к политике ОДКБ. Политика ОДКБ – это только часть ее. Вот в этом плане геополитические риски, связанные с выходом Узбекистана, все-таки есть. На мой взгляд, она заключается в следующем. Вот есть феномен в Центральной Азии, который я в своей книжке «Большая игра с неизвестными правилами. Мировая политика и Центральная Азия» назвал геополитические качели. То есть вот такое колебание в сфере военно-геополитического влияния между Россией и США. И законодателем МОД вот, в качании этих качелей всегда был Узбекистан. И, в общем, другие центральноазиатские элиты в той или иной степени неформально вот следовали в русле какой-то вот моды, которую Узбекистан закладывал. Ну, в принципе, было уже много таких вот качков, этих качелей. Предположим, в середине второй половины 90-х годов Узбекистан был жестко проамериканским государством. Затем, значит, был период где-то вот в конце 90-х до 9/11, до вторжения американцев в Афганистан, когда Узбекистан стал сближаться с Россией и Китаем. Просто потому, что видели, что американцы проблему безопасности Центральной Азии отказываются решать. Значит, потом, когда американцы вошли в Афганистан, опять был период очень жесткой проамериканской позиции Узбекистана, который прекратился после восстания в Андижане. Когда вновь Узбекистан переориентировался на Россию и Китай и, значит, переждал, так сказать, вот такой период тяжелого отношения к Узбекистану со стороны западных политических элит. Ну вот сейчас мы возвращаемся к новому этапу такой проамериканской политики, причем существенно то, что Узбекистан всякий раз закладывал какую-то вот такую вот моду, которым в регионе начинали следовать. И в этом плане, конечно, с точки зрения России это опасно. Это первый геополитический риск. Есть второй геополитический риск. Ситуация в Афганистане усложняется. В центральноазиатских государствах ситуация тоже, так сказать, очень такая непростая. И в экономическом плане, если мы возьмем там Таджикистан и Кыргызстан, и во всех связанных с этим аспектах, и в плане того, что может быть с политической системой. В этой ситуации действительно очень важно, чтобы все великие державы и все организации, которые задействованы в регионе, великие державы, такие как Россия, Китай, США, каким-то образом взаимодействовали. И в этом плане я бы все-таки отметил специфику многовекторности по-узбекски, потому что, в принципе, все центральноазиатские государства проводят многовекторную политику. Но если мы возьмем, предположим, многовекторную политику Казахстана, то она заключается с тем, чтобы со всеми дружить, со всеми позитивно взаимодействовать. Вот, на мой взгляд, в такой рода многовекторности ничего, кроме хорошего, нету. А вот многовекторность по-узбекски, она всегда заключалась в том, чтобы противопоставлять одни великие державы другим. И на этом, так сказать, делать политику. Ну, это такая реалполитик, в принципе. Политика в стиле реалполитик европейской 19 века. Возможно, мне кажется, что все-таки вот время для реалполитик сейчас не то. Потому что ситуация в регионе такая, что нужно взаимодействовать. И вот это вот действие Узбекистана, они создают новую основу для усиления противоречий между Россией и США. Как раз тот период, когда нам бы надо взаимодействовать. Потому что, собственно, и мы, и они сейчас заинтересованы в разрешении ситуации в Афганистане.